I'm writing balloon background. Еще раз. Доброе утро, коллеги. Я уже тут сделала небольшое введение. Оказывается, меня не было слышно. Мы продолжаем серию наших видеоконференций. Сегодня у нас заключительная видеоконференция с экспертами из Бостона. И тема нашей конференции – это специальные приспособления, технологии для развития инклюзивного образования. Я передаю слово Лиз, она сделает свою презентацию, а вы, пожалуйста, если у вас будут возникать по ходу вопросы, пишите их в чат, мы обязательно их зачитаем и ответим на них. Please. Hi, good morning, everybody. I'm Liz Cabet, and I'm product designer, product and technology designer at the Institute for Human-Centered Design. Здравствуйте, меня зовут Лиз Капет, и я являюсь менеджером по дизайну различной продукции в Институте дизайна, ориентированного на человека в Бостоне. I'm very glad to be here today with you to talk about technology for inclusive education, and I hope that it will inspire and inform you, and I'm looking forward to the discussion that we can have and your question at the end of this presentation. Я очень рада, что могу сегодня быть здесь и поделиться с вами своим опытом и рассказать про те технологии инклюзивного образования, которые мы используем. Я буду очень рада, если вы будете задавать вопросы, и если у нас в конце получится с вами дискуссия. We believe that technology is a powerful tool for inclusive education, and it is used often in the United States to help teachers create a curriculum that works for every student. В США мы считаем, что технологии работают на благо в распространении инклюзивного образования, являются очень мощным инструментом, который помогает учителям создавать образовательную среду для всех детей. Next slide. So we are the Institute for Human-Centered Design, and what we're working with is universal design. So I'm going to be talking about technology in light to the universal design philosophy. So what is universal design? You had a good introduction with Willa on the first day. In summary, it is a way to design that works for every user without adaptation or specialized design. В нашем институте дизайна, ориентированного на человека, мы работаем в рамках концепции универсального дизайна. И более подробно про эту концепцию рассказывала Вилла 2 дня назад. Если обобщить, то универсальный дизайн – это дизайн, который подходит абсолютно для всех людей, абсолютно для любого пользователя. И изначально в нем заложены такие характеристики среды, которые позволяют любому человеку им пользоваться, без специальной адаптации или отдельного приспособления под конкретного человека. Next slide. So first I want to make very clear the difference between inclusive technology and assistive technology. Для начала мне бы очень хотелось разделить такие понятия, как инклюзивная технология и вспомогательная технология, потому что это разные вещи. So to give you a very concrete example, if you're thinking of these two common objects, so we have one smartphone and a pair of reading glasses. Если мы посмотрим на картинку, то здесь изображены два предмета – смартфон и очки. So the pair of glass is assistive technology. It is designed for one specific user, and it wouldn't fit any other student. Это очень хороший пример, потому что очки, линзы очков подбираются для конкретного человека в зависимости от его зрения, и вообще очки являются вспомогательным приспособлением, которое помогает людям с плохим зрением видеть лучше. И очки одного человека никак не подойдут другому человеку. So it is special, not universal, and it operates at the personal level. То есть это такое специальное приспособление, а не универсальное, и оно работает вот только для конкретного человека на личном уровне, а не на общем. On the other hand, the smartphone is the same design for all users. И совершенно с другой стороны, у нас есть смартфон, который изначально обладает операционной системой, которой могут пользоваться любые пользователи. But because it integrates flexibility and it offers personalization,
the user can adjust it to meet its personal need. Но при этом в самом устройстве смартфона заложены функции, которые позволяют его персонифицировать и приспособить под свою жизнедеятельность, закачать приложения, которые вам нужны, и что-то еще. But it's a good example of inclusive technology or universal design. И вот эти два предмета как раз очень хорошо показывают, чем универсальные технологии отличаются от вспомогательных технологий. Next slide. So, as we've seen yesterday in Stacey's presentation, what we want is to have all the kids accessing school regardless of their disability. Уже вчера Стейси нам рассказывала о том, что инклюзивное образование подразумевает включение детей в общеобразовательную систему вне зависимости от сложности и степени их инвалидности или ограничений возможностей. So we're looking here at the three main categories of functional limitation. Поэтому всегда мы принимаем во внимание три категории, которые диктуют определенные ограничения возможностей. Physical, sensory, and cognitive. Физические, сенсорные и когнитивные. And when designing the curriculum, we need to keep those three categories in mind to make sure that no student are left out. И очень важно при разработке учебного курса, учебной программы школьной помнить обо всех этих трех категориях для того, чтобы учесть потребности всех учеников и ни про кого не забыть. And sometimes it might seem to be a hard goal to achieve, but I'm going to show you that technology can be one of the tools that help. И иногда кажется, что это очень сложно достигнуть, но я как раз хотела бы показать, что при помощи технологий эта задача может быть не такой пугающей. Next slide. So technology brings a lot of opportunities for the classroom. Технология дает очень много возможностей для учебного процесса в классе. So to talk about a few, the first one is personalization, which is important to meet every individual student needs. Во-первых, можно всегда персонализировать устройство, программу и так далее, и приспособить ее под потребности конкретного ребенка. It also will increase the motivation and the engagement. Также при помощи технологий можно улучшать мотивацию и лучше вовлекать в учебный процесс детей. And not only for for children with disability, but for all of the children in the school. И это работает не только для детей с инвалидностью, но и вообще для всех детей в школе. It also gives independence in learning, which is crucial in inclusive education. Кроме того, при помощи технологий можно достигнуть определенного уровня самостоятельности в учебном процессе, что действительно очень важно, если мы говорим про инклюзию. And it encourages collaboration and cooperation in learning. И также технология поощряет на самом деле и взаимодействие, и умение общаться друг с другом. Sometimes we think of technology as an antisocial activity where one kid will be sitting at one computer and not interacting with his peers. Очень часто у нас в голове возникает картинка, что если ребенок работает с компьютером, то вот он сидит один на один перед этим компьютером, никак не взаимодействует с остальными учениками в классе. But the evolution of tablet, for instance, has demonstrated that you can have two kids working on one application at the same time and working together. Но на самом деле сейчас есть приложения для планшетов, когда дети могут одновременно рядом работать над одним и тем же приложением, работать над одним и тем же заданием, каждый со своим планшетом, и при этом обсуждать это, взаимодействовать, потому что это совместное задание. It also provides a meaningful learning experience. Также при помощи технологий достигается переживание ребенком значимости того, что он изучает, и лучшее усвоение материала. It offers opportunity to reinvent teaching and learning practice. Также это позволяет разрабатывать новые инновационные подходы к преподаванию и в образовательной практике. And finally, it lets the learner take ownership of their learning.
И, кроме того, позволяет ученику взять учебный процесс в свои руки и вот самому, собственно, быть главным в этом процессе. Next slide. So the two main points that I want to stress today is the opportunity from technology for personalization and flexibility. И я сегодня хотела бы заострить внимание на двух аспектах использования технологий. Это персонализация и гибкость. And I just want to point out that the image I use is showing how vast technology can be, and we're really thinking beyond the computer, but technology can be radio station, making website, filming, smartboard. И я не случайно именно такую картинку разместила на этом слайде презентации. Мне хочется показать, что технологии — это не только компьютер. И если мы говорим про использование технологий в учебном процессе, это не только использование стационарного компьютера. Очень много разных цифровых технологий, которые можно сейчас использовать в процессе обучения. Это и планшеты, и видео, и радиовещание, и какие-то сенсорные доски, и очень много всего еще. So first, talking about personalization. Personalization, also called mass customization. Сначала поговорим про персонализацию. Персонализацию еще называют массовой кастомизацией, то есть массовым приспособлением чего-то под нужды конкретного пользователя. It is tailoring educational technology to individual learner needs and aspiration. И персонализация означает изменение образовательных технологий и их приспособление под потребности и пожелания конкретного ученика. So using the same material, we will be able to make it fit every single student. Поэтому можно взять один и тот же материал за основу, но при помощи различных технологических подходов сделать его доступным для разных категорий учеников. Next slide. So I want to show how the personalization works for these three levels of technology. So the first one is operating system, so the basic operating system of any computer. This is the Windows or Macintosh platform. И если мы говорим про технологии, то важно оценивать вот такие три категории. Первое — это операционные системы, это те системы, которые установлены на стационарных компьютерах и ноутбуках. Как правило, это либо продукция компании Microsoft, разные варианты Windows, либо это продукция компании Apple и разные варианты MacBook. The second is mobile technology. Вторая категория — это мобильные технологии. And the third one is a web-based platform. И третье — это платформы в интернете на основе сайтов. Next slide. So the operating system that comes with every computer comes with many built-in accessibility features that are quite amazing. И если мы посмотрим с вами на операционные системы, то встроенные в каждый компьютер, который мы покупаем, уже изначально в них заложены очень хорошие адаптивные черты, которые можно активно использовать. So those are free tools that will increase the access to a lesson for kids with a disability. И это абсолютно бесплатные встроенные параметры, которые можно использовать и тем самым увеличивать доступность использования компьютера людям с инвалидностью. So, for instance, here I'm looking at a Mac computer. Например, вот на этом слайде приведен пример MacBook. So first we have VoiceOver, which is a screen reader, so it will read aloud to the student any digital text. Например, у них есть такая функция VoiceOver, которая читает любой текст, то есть на любой текст можно нажать, и компьютер его прочитает и озвучит. It's a great tool for students with low vision or blindness. Это замечательный инструмент для учеников, которые плохо видят, не видят вообще. But it can also help a lot the children with learning disability, like dyslexia, who cannot read printed text so well. И помимо этого, это может помогать, например, ученикам с дислексией или с теми, кто
испытывают сложности именно в учебном процессе, и кому сложно воспринимать текст и читать текст написанный. And it allows the student to also operate the computer independently. К тому же ученику не требуется помощь, он может работать с компьютером самостоятельно, и ему не нужно просить кого-то прочитать то, что он прочитать не может. So Siri is a voice recognition software. Siri — это другой встроенный параметр в операционную систему Mac, это распознаватель речи. So the children can control the computer with their voice. Ребенок может пользоваться компьютером, отдавая голосовые команды. And also dictate the text that they will have a hard time writing down. И надиктовывать текст, который ему сложно написать, например, от руки или даже напечатать. Also a screen magnifier to blow out the text much bigger size. Есть увеличение экрана, функция увеличения экрана, которая может приблизить определенные части изображенного на экране текста или картинки. And option for closed captioning. И кроме того, есть функция включения субтитров для видео или аудио. Next slide. Similarly, PC also come with a lot of accessibility feature. Если мы посмотрим на другие операционные системы, встречающиеся на персональных компьютерах, то тоже у них есть схожие параметры в настройках. So the option to magnify text, change the contrast. Можно менять контраст экрана, можно увеличивать изображение и приближать текст. You can also have an on-screen keyboard for the student who couldn't use a mouse. Можно также включать клавиатуру на непосредственно экране. Для тех детей, которые не могут печатать, они могут нажимать кнопки на экране. And the function of autocorrecting, which is great for kids with learning disability, but really is great for everybody. И не будем забывать про функцию автокорректировки текста, когда редактор сам исправляет неправильно написанные слова или какие-то даже грамматические, лексические ошибки. Это очень помогает на самом деле не только ученикам с проблемами в обучении, но и всем людям. So the first thing that you want to make sure is that you know how to enable those features in the computer that you're using, and also make sure that the students know how to enable this feature. Конечно, очень важно, чтобы учителя знали, как пользоваться всеми этими компьютерными функциями, и чтобы они могли рассказать своим ученикам, как пользоваться этими компьютерными функциями. Microsoft developed a pretty good guide on accessibility that is specially designed for teachers. Компания Microsoft разработала очень хорошее руководство по использованию различных параметров компьютера для обеспечения доступности его для разных пользователей. This is the link to the English resource. We've contacted them to ask about a Russian translation, but they haven't get back to us yet. И вот здесь я привела ссылку на английский сайт. Мы уже запросили их перевести его на русский, но, к сожалению, пока они нам не ответили. Это сайт есть, я потом позже, кому интересно, могу отправить ссылку. Игорь потом отправит в чате ссылку на этот сайт еще раз. Если кому-то интересно, вы сможете посмотреть. Next slide. And now I want to talk about mobile technology. Теперь перейдем к мобильным технологиям. One of the great things with mobile technology is that it has replaced a lot of assistive technology. Преимущество мобильных технологий в том, что они смогли собой заменить многие вспомогательные технологии. So a few years ago in the US, the student has hold this bulky, big assistive technology that they had to carry around with them in the classroom. Например, несколько лет назад в основном дети, которые учились инклюзивно в США, пользовались специальными такими устройствами коммуникативными, достаточно громоздкими, которые они везде с собой носили. And on the screen you can see there is a magnifier assistive technology with a specific keyboard. There is assistive talking device. И вот здесь на картинке вы можете видеть, что есть специальный увеличительный прибор,
который использовался как вспомогательная технология, специальная клавиатура с определенной разметкой, специальные распознаватели речи или там, записывающие устройства. These are just few examples of the built-in, the feature that you can use with a mobile phone. И это всего лишь несколько примеров, далеко не все, вспомогательных технологий, которые теперь встроены в мобильные телефоны и гораздо проще и портативнее в использовании. And also a very great tool for children who are deaf and did use sign language to communicate. И также мобильные технологии очень хорошо используются для глухих детей, которые общаются при помощи языка жестов. Some of the problem that teachers were experiencing with assistive technology in the classroom before that were that they had to maintain and repair all this assistive technology. They had to learn how to use it. Проблемы, которые возникали с всевозможными устройствами вспомогательных технологий до этого, возникали из-за того, что и учителям необходимо было учиться, как пользоваться этими устройствами, и детей необходимо было специально обучать, как пользоваться тем или иным устройством. And a lot of these are solved by the development of mobile technology. In addition to that, it's also much more affordable. И, кроме того, они были достаточно дорогостоящие, и сейчас, когда уже очень многие функции можно найти в обычном мобильном телефоне, это гораздо удобнее, это проще, и более того, это по цене доступнее. Next slide. One of the issues with mobile technology when you try to decide which platform to use is that the constant fight between Apple, Android, and Windows is really affecting accessibility. К сожалению, если мы говорим про мобильные технологии, мы не можем забывать про конкуренцию, и постоянно конкурентная борьба, которая идет между iOS, Android и Microsoft, она, конечно, сказывается на доступности. Because those brands put patents on accessibility feature. They put patents on accessibility feature so that prevent other brands to use them. Потому что очень часто каждая из компаний, когда она делает какую-то разработку хорошую, она ее запатентовывает, и, соответственно, другая компания ее использовать не может, только разрабатывать что-то свое такое же. Next slide. So the most common one we're using in the US are Apple and Android. Чаще всего в США используется iOS или Android. And most of users with disability will go with Apple because it used to have, it has a better accessibility. И чаще, конечно, предпочтение отдается именно продукции компании Apple, потому что у нее больше наработок именно вот с точки зрения доступности. But Android is making a lot of effort and catching up slowly. Но Android сейчас тоже активно над этим работает и потихонечку начинает Apple догонять. And there's a shift because Android is much more affordable, so people shift. И, конечно, поскольку устройства с платформой Android стоят меньше, и они более доступны по цене, то как только у Android появляется больше ассортимент продукции, люди потихонечку переходят на него. Next slide. So the third thing I want to talk about is the web-based tools, because there is on the internet a whole lot of great resource for a teacher. И еще я бы хотела отдельно поговорить про инструменты, доступные онлайн на различных веб-сайтах, потому что в интернете существует огромное количество ресурсов, которые могут быть полезны учителям в работе. The example on this page might not be very accurate for Russian internet. I don't know which. Ага. Я привела некоторые сайты как примеры на этом слайде. Я не знаю, насколько они активно пользуются популярностью в России, насколько вы это используете. But we use Skype and YouTube. Yeah. Wikipedia a lot. And Вообще не использую.
А Dropbox мы используем? Используем. Yeah, Dropbox we use as well. That's good. So yeah, tools like Skype are great for sign language. Skype очень хороший инструмент для тех, кто говорит при помощи жестов. And the Access YouTube is a version of YouTube that is made specially accessible. Access YouTube — это специальная версия всем известного YouTube, которая вот делает акцент на доступности материала. It takes off all the distraction around the screen, which make it much easier for children with cognitive disability. На этом сайте нету никаких других отвлекающих на экране элементов, то есть только видео оно показывает. И это действительно очень помогает детям, которые легко теряют концентрацию и которым сложно удерживать внимание. And it also has control that you can access with keyboard only or with screen reader. И кроме того, на нем можно установить определенные элементы контроля, то есть заход только с клавиатуры, например, или только там по определенному паролю, то есть его можно контролировать время, которое ребенок проводит с этим сайтом. Yeah, and then Car2 is it's the equivalent of Google, but with icons for each website, so it helps navigate the internet. It's a search engine. Если мы возьмем пример Car2, то это поисковая система, схожая с Google, но она использует иконки для отображения каждого сайта, поэтому для кого-то гораздо легче пользоваться Car2 и видеть не просто написанный текст, что он ищет и какие сайты ему предлагаются, но определенные картинки, которые будут помогать понять, нужно это сайт или нет. And there's thousands of tools out there. И на самом деле это всего лишь несколько примеров, которые я разместила на этот слайд, таких инструментов онлайн сотни. Next slide. So now that you have an idea of what personalization is, я надеюсь, что мне удалось на этих примерах показать, что такое персонализация, что под ней подразумевается. I want to talk more about flexibility. И теперь мне бы хотелось больше поговорить о гибкости. And I want to talk about the flexibility of the technology, but also about the flexibility of your curriculum. И здесь под гибкостью я понимаю не только гибкость использования технологий, но и гибкости самой учебной программы. So I'm going back with what will I explain on the first day, which are the principle of universal design for learning. И здесь мы немножко вернемся к тому, о чем говорила Уилла на первой нашей видеоконференции, и это принцип универсального дизайна в обучении. It's that idea that there is three places in our brain that correspond to different ways of learning. Есть три сети в нашем головном мозге, которые отвечают за различные аспекты учебного процесса. So the first one is the recognition network, or how the student will get the information. Первое — это распознавание информации, то есть то, как воспринимается информация, как ученик ее усваивает и считывает из окружающей среды. And the second one is how to organize and express your ideas. Второе — это мозговые связи внутри мозга, которые отвечают за выражение своих мыслей, идей, за умение как-то отобразить то, что ты знаешь, то, что ты выучил. And the third one is how learners get engaged and stay motivated. И третья сеть отвечает за мотивацию и за умение включаться в учебный процесс и удерживать внимание и интерес. And for each of these, I want to give you some very practical example of how technology can help bring flexibility in the curriculum. И я хочу привести примеры гибкости как раз вот для каждой из вот этих важных сфер, важных для процесса обучения сфер. Next slide. So first, I want to talk about how the student get information. And what is important for that is to provide multiple means of representation.
Первое, конечно, это получение информации, как мы воспринимаем информацию, как ученики воспринимают информацию. Здесь очень важно, чтобы информация была представлена самыми различными способами. So in the classical way of learning, we're thinking there's the textbook and then there's the teacher talking in the class. Обычно, если мы посмотрим на такую классическую модель обучения, то у нас всегда есть учебник, у нас есть текст, и у нас есть учитель, который что-то рассказывает. But this will exclude the children who's blind or the children who's deaf from getting those information. Но таким образом мы сразу исключаем из образовательного процесса слепых и глухих детей. Now with the technology, suddenly you can bring those information in many other different ways. Но сейчас, когда у нас есть столько продуктов технологических, можно предоставлять информацию самыми разными способами, помимо текста и аудио. So we can use text, audio, image, video, tactile, or hands-on activities. Мы можем использовать как текст и аудио, так и картинки, так и видео, так и специальные тактильные материалы, так и какую-то практическую деятельность, когда можно вот пощупать и сделать своими руками. Next slide. So first about how to give the text-based information. Сначала я бы хотела поговорить о все-таки текстовой информации, поскольку это такой основной способ ее подачи. You can use a screen reader to turn text into audios. Есть специальные инструменты, которые позволяют читать текст, преобразовывать текст в аудио формат. And those are there is free screen reader that are on the market, also available in Russian. И кроме того, такие программы, они бесплатные, их можно бесплатно установить на свой компьютер, и есть варианты на русском языке. The most used in the US are JAWS and NVDA. И самые используемые в США это JAWS и NVD. Yeah. You can also use magnifier and contrast tool to have the font increase to a much bigger size. Также можно использовать при работе с текстом увеличение шрифта и контрастность для того, чтобы шрифт был больше. Thanks to optical graphic recognition, it's very easy to translate the text into digital format. И также есть специальный распознаватель графического изображения, который преобразует текстовую информацию в цифровую. So you can just scan your documents and it will turn into accessible material. То есть можно отсканировать нужные вам документы, и они будут представлены у вас в доступном варианте на компьютере. You can also use hyperlink and built-in glossaries. Также можно использовать глоссарии. That will help user with learning disability to look up some of the words, the most complicated words, and be able to understand the text the same way as your. Особенно это помогает детям, которые не всегда знают значение каких-то сложных слов. Если есть глоссарии по определенным тематикам или там по определенному вашему предмету, они смогут смотреть значение слов самостоятельно и воспринимать информацию, понимать ее смысл так же, как и остальные дети. Next slide. Then bringing image as a means to represent often help a lot of students. You can turn some word into image. Также использование изображений, картинок очень полезный инструмент для детей с самыми разными сложностями в обучении. Можно преобразовывать слова в изображение. There's a lot of mind mapping tools. Очень много инструментов, которые позволяют выстраивать графические взаимосвязи, карту графических взаимосвязей. Explorer 3 is one example. Один из таких примеров это как раз Explorer 3, который приведен на слайде. And what they will provide is a way to graphically organize IDs.
А на этом сайте можно какую-то логическую цепочку или какой-то материал, идеи представить графическим образом при помощи схемы и как разные элементы схемы связаны между собой. That can help the teacher to provide the information by using it for his lesson. И таким образом учитель может предоставить еще один способ подачи информации на своем уроке. Or that can help the student understanding the information better by mapping the information in his own way. А с другой стороны, ребенок может сам какую-то информацию вот структурировать вот в таком графическом виде, и это ему будет помогать лучше понимать то, что он учит. And the use of alternative text into your digital material will allow to describe all of the image for a user who are blind. И есть еще такая функция, как альтернативный текст, который преобразует изображение в графику в аудиоформат и объясняет, что изображено на картинке, и это особенно важно для обучения слепых детишек. Next slide. Tactile information is also used more and more in the classroom. In some of the lesson, the use of diagram or illustration is very important. And one way that the teacher used in the US to give this information to blind user is 3D printing. Тактильная информация, тактильные материалы все чаще и чаще используются в работе разными учителями. Например, уже сейчас доступна трехмерная печать, допустим, диаграмм или каких-то графиков, которые позволяют детям, которые не видят, да, пощупать и определить тот же график. So the example you see on the slide is one teacher who has developed a 3D model to explain how atoms work. Вот, например, на этом слайде мы видим картинку 3D-модели, которую учитель использует для объяснения взаимодействия атомов между собой. And he has then made the 3D file available freely on the internet for any other teacher to use. И учитель, который использует это в своей практике, также потом размещает в интернете те модели, которые он сделал, для того, чтобы другие преподаватели этого же предмета могли тоже ими пользоваться. You can also print raised image. Точно так же можно еще использовать рельефные изображения, то есть такой выпуклый текст. And learning by manipulating is always a good thing for all students. И очень хорошо дети запоминают материал, если они учатся через манипуляции, какие-то практические действия руками. Next slide. So the use of video, as I mentioned before, Access YouTube it's a pretty nice tool to access to the wealth of information that there is on YouTube. Видео — это тоже одна из форм подачи материала. Вот я уже говорила про этот сайт, отдельные специальные вариации YouTube, называющиеся Access YouTube, которая помогает получить доступ во всей вот базе видео, которые содержатся на этом сайте. You can also use short animation to make it easier for students to understand hard word or hard concepts. Можно использовать анимацию для того, чтобы объяснять какие-то сложные слова или концепции. There is a lot of great tool to add video captioning to your video. Огромное количество инструментов существует, которые позволяют накладывать субтитры на видеоматериал. They're free and often they work with YouTube. Они бесплатные и очень часто легко работают для любых видеоматериалов с YouTube. You can also bring sign language videos for user for whom sign language is the first language. И точно так же очень многие видео сейчас уже дублируются на языке жестов. Их можно использовать с детьми, которые привыкли именно к языку жестов, как основному языку общения. And then lastly, activities and hands-on. There is a lot of example. This one is called real-world mathematics. И очень много разных есть онлайн-ресурсов по практической деятельности. Вот, например, есть такой сайт Real World Math, да, реальная математика. And they're using Google Earth
to explain some mathematical concepts. И они используют материалы программы Google Earth, которая показывает как бы карты в 3D. They've also made available for free all the resources online. И у них все ресурсы доступны бесплатно на их сайте, и, соответственно, они показывают различные вот манипуляции с предметами вот в такой объемной картинке. Now I want to talk about how the student can express his ideas. So now he has the information. Теперь, когда мы поговорили про то, как можно предоставить информацию ученику, мы поговорим о том, как он может дать обратную связь и выразить свои идеи и мысли. How do you allow him to participate in the activities or to demonstrate what he has learned? Как можно дать каждому ученику возможность участия в процессе обучения и выразить то, чему он научился? So you can use multimedias. Здесь может быть использовано мультимедиа, writing, speech, wikis, голос, написание текста, использование Википедии, все что угодно. Presentation with tools like PowerPoint, forum, blog. Презентация в PowerPoint или даже ведение собственного блога или участие в форуме. Next slide. So first, for the writing tools, I've talked briefly about the speech recognition software. Я уже немножко сказала про специальное программное обеспечение, которое распознает речь. Which will allow a student to write an assignment or exercise. И это очень хороший инструмент, который позволяет надиктовывать материал ученику. There's also a very powerful tool for a student with dyslexia. Would not only gonna autocorrect word, but also give an opportunity to listen to the word. И также есть специальное программное обеспечение, которое не просто исправляет ошибки, что очень помогает, например, людям с дислексией, но и озвучивает правильный вариант слова. Or pull down different meanings for word that looks similar. Или может, например, даже предоставлять разные значения одного и того же слова, если оно используется в зависимости от контекста по-разному. Next slide. And technology also offer a lot of opportunity for non-verbal students. Также технология дает нам очень много возможностей обучать неговорящих детей. So here I'm showing two examples of apps. И вот здесь я привела скриншоты двух приложений. The first one, which is for more grown-up student, will allow to make up sentence with words and have it read aloud. Слева вы видите приложение, которое, наверное, больше подходит для старшеклассников. С его помощью можно составлять предложения, и дальше устройство будет это предложение озвучивать для собеседника. The second one that is used a lot on phone is based on technology with cards and image that we use a lot for kids with autism. А второй скриншот показывает приложение, в котором используются картинки. Это приложение повторяет систему PEX, систему картинок, которая очень широко применяется в работе с детьми с аутизмом. It has a lot of libraries of image on different topics. Там очень большие библиотеки изображений по каждой теме. And the student can easily make up sentence. И при помощи картинок ребенок может достаточно легко составлять предложения. It's very interesting because you can also take picture. И это приложение также еще полезно, потому что вы можете сфотографировать что-то вот из реальности. So the student can take picture of his own environment to add word to his vocabulary. И таким образом добавить свои собственные слова в эту библиотеку, да, то есть сфотографировать, ребенок может даже сам сфотографировать то, что он видит, то, что является неотъемлемой частью его повседневной жизни, и составлять предложение уже непосредственно вот с этими картинками. Next slide.
So, and then to conclude, I want to talk about multiple means of engagement. И в заключение я бы хотела поговорить о множественных способах вовлечения детей в учебный процесс. So how learner get engaged and stay motivated. Потому что очень важно не только увлечь ребенка, но и поддерживать его мотивацию. Technology often has a strong appeal to students. Очень часто детям нравятся технологии и все, что связано с компьютерами. And using things like video game for learning, apps, website creation. И это можно использовать на благо, можно использовать специальные видеоигры обучающие, можно использовать обучающие приложения, можно давать задания по созданию своего собственного сайта. Yeah, mobile learning, social media. Можно использовать социальные сети, мобильное обучение. Chat room or forum. Использовать форумы или чаты как платформу для каких-то обсуждений между сверстниками. Help the student being motivated and yeah. И все это вместе, вот такие как бы продвинутые технологии в обучении будут помогать поддерживать мотивацию. And there's a lot of ideas coming from video game like very easy reward. И очень многие идеи можно заимствовать, например, из видеоигр, какие-то системы поощрения, которые легко получаются. That are great to use in education. И всегда любые системы поощрения очень хорошо приживаются в учебном процессе и тоже влияют на мотивацию. Next slide. So, for instance, in the apps for learning. Если мы поговорим про приложения для учебы, there's a huge selection of flexible learning tools. Есть достаточно большая подборка очень гибких образовательных инструментов. On the right, you can see this is just a sample of learning tool for students with dyslexia. Вот, например, на этом слайде я привела картинку, скриншот с приложения, которое очень хорошо пользуются дети с дислексией. Sometimes the fact that there is so many different apps on the market make it hard for a teacher to select which are the good ones. Конечно, когда очень большое предложение на рынке, у учителей возникают сложности с тем, чтобы выбрать действительно хорошие приложения. But one of the good thing with apps is that it has a great appeal among students. Но очень полезно, что в принципе приложения всегда интересны детям. And it always bring a very intuitive learning. И кроме того, как правило, они продуманы и разработаны так, что ими интуитивно легко пользоваться. So often the student will figure out himself how to do things without the teacher having to explain. Очень часто учителю даже не нужно будет, наверное, объяснять, как пользоваться приложением, потому что ребенок сам очень быстро сообразит, как это делать. Next slide. And next, social media. Следующее – это социальные сети. Social media is so important in daily life. Мы сейчас очень активно пользуемся социальными сетями в нашей повседневной жизни. That it seems that it makes sense to include it in education, especially because it brings so much opportunity for employment. Что очень многие сейчас считают, их нужно включать в процесс обучения, потому что очень много возможностей по трудоустройству дальнейшему также связано вот с умением представить себя в социальных сетях. Most social media are relatively accessible. Большая часть социальных сетей в той или иной степени доступна. And this is a resource made by Media Access in Australia that is a really good guide for each social media and the level of accessibility of those. И вот здесь приведен сайт, который разработала австралийская организация. Они анализируют на этом сайте различные инструменты доступности, которые используются в разных социальных сетях. Next slide, I guess.
So this, yeah. Thank you. Thank you. Спасибо большое за внимание. Вот это Теперь то, посмотрим. Да, о чем я вопросы. хотела рассказать. Сейчас мы посмотрим ваши вопросы в чатах. Ну, пока в чате нет вопросов. Какой-то комментарий, там что-то было. Там были комментарии, я вот Вот что вы рекомендуете пониже? Что вы рекомендуете для людей с нарушением речи? What do you recommend for people with a speech impairment? What? So for apps or Уточните, пожалуйста, вы имеете в виду, какие приложения на планшетах, мобильных телефонах подходят для людей с нарушением речи? Yes, what kind of apps? Yeah, so some of the apps I was showing with the image and the names. abilities to We can give the names in the chat. maybe we can make resource available. Я думаю, что Лиз просто вот те приложения, которые она показывала, да, с картинками, где можно составлять предложения из картинок, она выпишет потом название, и мы как-то это разместим или в чате, или на сайте вместе с этим материалом. Потому что это нужно давать конкретное название вот этих приложений. Yeah, the one I was showing with the mobile phone and different image to make sentence is called Grace. Grace, like... Yeah, and it's developed in Ireland. Ну вот, например, одно из приложений называется Grace. Grace. Надо написать, наверное, в чате. Сейчас я напишу Игорю, он перепечатает в чат. Как милость по-английски. Вот так. Вот так. Называется Grace, и вот оно как раз позволяет составлять предложения из картинок. But I'm sure there is equivalent in Russian. We should do research for that. Оно на английском, и нужно, конечно, поискать эквиваленты русские. Боюсь, что тут нам сейчас прям так сразу не подскажут, какие на русском доступны приложения. I know there is tools also with videos that work kind of the same way, where the student can take short videos to explain. Есть еще отдельно приложение, когда ребенок может записывать коротенькие видео и дальше их использовать для ответа на вопросы, для как бы, вот, описания какой-то ситуации. Давай посмотрим, да, еще? Покажи, пожалуйста, чат. Как это сохранить? Ссылку я отправил. Спасибо. А еще пониже. Как открыть файлы? Подожди, там что-то было. Перспективу планирует разослать. У нас отличная работа. Меня интересует вопрос организации, мотивации детей с инвалидностью в России. Дети с инвалидностью опекаются родителями, их сложно организовать. I can translate it, yeah, but they say that you have a great work, but I am interested about the motivation and organization of kids with disability in Russia, because in Russia parents are in charge of kids with a disability, and it's really hard to get them involved and organized. But that is true in the U.S. as well. Parents are responsible and maybe sometimes protective of children, all children, but then it becomes more so for children with disabilities because they spend their life advocating for their children. So it does become both a support and a barrier. На самом деле в США тоже это достаточно большая проблема. Очень родители детей с инвалидностью, вообще любые родители всегда за своих детей переживают и их опекают, но в случае, если ребенок с инвалидностью, родителю приходится всю жизнь отстаивать права и защищать его интересы. И, конечно, иногда это бывает плюсом и помогает работе, а иногда это, наоборот, ставит ограничения, барьеры. And in the US, I felt there's a lot of parents of kids with disability that
will, for instance, blog about a list of apps that works great for their kids, and exchange a lot of information that way. And the parents get really excited about apps because they can get it very easily. It's often cheap, so they can try a lot of them, and they will blog about the progress of the child with this or this technology. Но в США родители вот как раз использование технологий, как правило, поддерживают, потому что приложения легко скачать на телефон или на планшет, они не очень дорогие, значит, можно попробовать много разных. И часто родители ведут блоги, где перечисляют, какими приложениями пользуется их ребенок, и обмениваются опытом. То есть у родителей создается такая своя какая-то социальная сеть по обсуждению всех этих технологий, и это, в общем-то, их тоже мотивирует включаться в этот процесс. Especially for children with autism, because we've seen that a lot of children with autism respond better to technology than human interaction. Особенно это касается детей с аутизмом, потому что очень часто, вот уже сейчас замечено, даже исследования на эту тему проводятся, что дети с аутизмом на технологии реагируют гораздо лучше, и у них при помощи технологий общаться и реагировать на реальность получается лучше, чем при помощи вот голоса и обычного социального взаимодействия. We have another question. Who provides financing for gadgets and applications? У нас еще один вопрос. Кто обеспечивает финансирование гаджетов и приложений? I think It depends on the forum. So if it's for school, in school, it's the school, the school district or the specific So if a school. teacher wants to use an application in his work, he applies for the school, and the school will buy it, for example, in Yes. tablets that kids use. Yes. Well, it's not raining tablets, but yes, if a child needs technology, it is up to the school. Если ребенок пользуется приложением учебным в процессе обучения в школе, и, например, какой-то учитель понимает, что вот ему нужно для какого-то конкретного ребенка конкретное приложение, то это финансируется школой. sometimes the technology itself is going to provide, as a sponsor program or working together with an NGO, they will provide material to it. И очень часто сами технологичные компании работают либо с некоммерческими организациями, либо со школами, и как спонсоры выступают и предоставляют свои продукты для работы. Or the big companies like Mac or Microsoft will partner with a specific school to provide technology to all children. И такие большие корпорации, как Microsoft или Mac, они часто в партнерстве со школой работают и, в общем, сами выступают инициаторами предоставления своих технологий для работы школы. And for tablet, often the parents will, it depends, but often the parents will provide a tablet to their kids. Но часто планшеты покупают сами родители, и, соответственно, если какие-то приложения, которые ребенок дома пользуется, то их покупают родители, конечно. It's about half or a third of the price of the assistive technology that we're using before. Потому что в США стоимость планшета в 2-3 раза дешевле стоимости специальных коммуникативных устройств и других приспособлений, которые до этого использовали дети с нарушениями в учебном процессе. Also, depending on the school district, sometimes they're providing tablets to all high school students, for example, not just students with disabilities. И очень сильно зависит от школы и от округа. Есть округа, где в школах предусмотрено, что все старшеклассники работают с планшетами, и школа закупает эти планшеты на всех, то есть не только для детей с инвалидностью. Я хотела бы добавить, да, на предыдущий вопрос. У нас в организации «Перспектива» есть замечательная программа по развитию лидерства среди подростков с инвалидностью. И мы проводим разные семинары для детей с инвалидностью, на которых мы учим их, как выступать, например, на публике, да, как повысить свою самооценку,
как отстаивать свои права и не бояться говорить об этом. И мы проводим совместные лагеря, где участвуют дети с инвалидностью и дети без инвалидности. Также у нас есть такой замечательный проект, фотопроект, в котором принимают участие дети с инвалидностью и дети без инвалидности. Мы делим этих детей на пары, то есть один ребенок с инвалидностью, другой без, и даем им разные задания, и они ходят, фотографируют, потом вместе с фотографом мы все это обсуждаем, как можно улучшить фотографию, что было хорошо сделано, потом проводим выставки из работ детей. То есть мы проводим такую большую работу с детьми с инвалидностью, и эти дети потом идут в школы и проводят уроки доброты для детей без инвалидности. То есть они рассказывают о своей жизни, о трудностях, с которыми сталкиваются, как они эти трудности преодолевают, о своих увлечениях, достижениях, тем самым показывая, что они никак не отличаются от своих сверстников и также ведут активный образ жизни, и также любят заниматься спортом, учиться, кто-то не любит учиться и так далее. С родителями мы тоже проводим работу, мы проводим семинары, мы проводим психологические тренинги, на которых психологи объясняют, что не надо сильно опекать своих детей, что надо давать им больше самостоятельности, и это пригодится им в дальнейшей жизни. И мы проводим еще группы взаимной поддержки среди родителей, и родители, которые уже отпустили своих детей, которые не так опекают, делятся своим опытом, рассказывают, как это было сложно сделать, но все-таки они решились и каких результатов они добились. Так, есть еще у нас? Если мы повыше немножечко, там ничего, может быть, какие-то там комментарии? Все, да? Больше нет. Коллеги, больше нет, да, у вас вопросов? Может, кто-то хочет Если кто-то хочет выйти, да, на трибуну и лично с нами пообщаться, пожалуйста, напишите все подключим, да, пожалуйста, напишите в чат, и мы с вами лично пообщаемся. Сегодня у нас, вот после видеоконференции, мы поедем в школу и будем проводить первый день тренинга. Как я вчера уже говорила, очень большой интерес к тренингу, зарегистрировалось более 70 педагогов, воспитателей и разных других специалистов. И нас это очень радует, потому что большой интерес к теме инклюзивного образования проявлен. Это очень хорошо. Может быть, вы хотите поделиться, как у вас, да, в регионе развивается инклюзивное образование, может быть, хотите выступить и рассказать, как ваши успехи, ваши достижения или, наоборот, с какими трудностями вы сталкиваетесь. Пожалуйста, пишите. Никто не пишет. Nobody wants to connect to us and tell about their successes or failures. Oh, I mean, back to, I guess, a little bit more on how to organize youth with disabilities. That's a question that we're always trying to answer ourselves, and keeping up with. So one way we're trying to do that is keeping up with where young people hang out on social media, so Facebook and whatever have you. That's constantly changing, but we're trying to keep up with that and reach out in that way. Еще хотела добавить, что когда мы работаем с молодежью, с инвалидностью, всегда действительно очень сложно их вовлечь и как-то организовать, привлечь к работе. Но мы стараемся быть там, где они, и очень многие сейчас используют Facebook или какие-то новые там социальные сети, платформы, и мы всегда стараемся быть в тренде и знать, где молодежь тусуется, с чем она пользуется, и, в общем, тоже представлять информацию в этом формате, который они могут увидеть. Ну, по нашему опыту я могу сказать, что родители детей с инвалидностью стали более активными, и они объединяются, создают организации, которые отстаивают права своих детей, и они сами проводят тренинги, мастер-классы. Очень много родителей звонят нам и спрашивают,
по поводу инклюзивных школ, чтобы мы посоветовали, порекомендовали школу, в которую ребенок может пойти. И мы вместе с родителями едем в школу, общаемся с директором, с педагогом, рассказываем про ребенка. И очень много желающих родителей, которые хотят отдавать своих детей в инклюзивные школы. И мне кажется, вот пропадает этот страх. Раньше он был больше, что родители думали, что над ребенком будут смеяться, или это нанесет вред его психике и так далее. И все это идет на спад, и родители хотят, чтобы их дети общались со своими сверстниками без инвалидности, и чтобы они были более подготовлены к будущей жизни. Потому что они понимают, что дальше им нужно поступать в высшее учебное заведение, дальше им нужно идти на работу, и если они уже с маленьких лет будут общаться с разными людьми, с инвалидностью, без инвалидности, в дальнейшем им будет легче это сделать. То есть вопрос, есть возможность поучаствовать в тренинге по развитию лидерских качеств дистанционно? Я думаю, что да, я думаю, что мы можем это организовать, и я поговорю с координатором этого проекта, потому что этот проект очень успешный, и мы видим большие результаты, мы видим, как дети стали активными, как раньше они боялись вообще говорить при посторонних людях, а сейчас они выступают, они дают интервью, они пишут спектакли, знаменитые актеры ставят эти спектакли в очень знаменитых театрах Москвы. Поэтому я думаю, что да, дистанционно мы сможем организовать такой тренинг, и наши лидеры расскажут, как они начинали и к чему они вот на сегодняшний день пришли. И у нас скоро будет веб-школа, которую мы сейчас готовим. Да, и будет у нас веб-школа, и мы готовим разные темы, поэтому если вас интересуют еще какие-то темы, которые мы можем вот так вот с вами обсудить, вы пишите их тоже в чат, мы обязательно все учтем. Так, советуем приложение на русском для Android. Аутизм, аватар, связь. Неплохое приложение для Android. Reference to Android application in Russian called Autism Avatar Connection. Oh, very interesting. Надо будет протестировать. Обязательно, да, попробуем, Алексей, да, это спасибо вам Спасибо большое, да. What does it do? I think that's for autistic kids. Maybe it's also making sentences. I don't know. Вот Лиз спрашивает, да, что делает это приложение? Да, делает это приложение. То же самое, что она описывала, использование картинок для предложений. Алексей, давайте вы с нами пообщаетесь, да, расскажете поподробнее про это приложение, чтобы другие участники понимали, что делает это приложение. Примите, пожалуйста, предложение выступить на трибуне. Ага, Владимир нам прислал, да? Да. Ссылка, где можно скачать. Вообще, друзья, если вдруг вы пользуетесь какими-то приложениями уже, поделитесь с нами и с другими участниками, это будет очень здорово. Если у вас есть какая-то информация о полезных для обучения приложениях, пожалуйста, пишите. Алексей у нас, да, выходит, не выходит Алексей, на связь? Не выходит, что не выходит. Ну вот Владимир из Томска, он прислал ссылку, где это приложение можно скачать. Поэтому, друзья, имейте в виду. Ну ладно, не заставляйте, не хотят. Бывает он факт, то никто. Так, друзья, но если у вас, да, нет вопросов, нет больше комментариев, никто не хочет выйти на связь, мы тогда заканчиваем нашу видеоконференцию. Давайте мы поблагодарим Лиз за ее презентацию. И поблагодарим и Уэллу, и Стейси за все наши видеоконференции. Спасибо вам большое. Все пишут спасибо. До новых встреч. Да, пожалуйста, следите за информацией, потому что вы видите, как мы активно
проводим видеоконференции, и присылайте, пожалуйста, темы, которые вас интересуют. Мы обязательно найдем экспертов в этой теме и будем дальше проводить видеоконференции. Следующая видеоконференция у нас будет во вторник в 12:00. Игорь, на какую тему? Вопрос реабилитации людей с инвалидностью. Вот вы, да, услышали, когда уже будет следующая видеоконференция, но Игорь подробную информацию обязательно всем пришлет. Да. Так что следите, не пропускайте, будем обмениваться опытом и информацией. Вся информация должна появиться на нашем сайте. Да, друзья, еще хочу я напомнить, да, что мы ведем запись всех видеоконференций. Если я понимаю, что вы все заняты, и у всех какие-то вот уже написали, что у нас теперь своя конференция, у всех какие-то дела, семинары, встречи. И если вы не успеваете поучаствовать, вы можете зайти на наш сайт и посмотреть в записи уже видеоконференцию. Мы обязательно все выкладываем. Игорь, да, вот ждем рассылку по конференции, уточните дату и время. Дата будет 29 апреля в 12:00. Угу. Все, спасибо вам большое. Мы тогда отключаемся. Хорошего дня, отличного настроения и до новых встреч. До свидания. Окей. Подожди. Нас еще